Лэнгли, штаб-квартира Центрального разведывательного управления, Соединенные Штаты Америки. Самая защищенная, параноидальная и закрытая структура западного мира. Чтобы пройти сюда, люди проходят месяцы проверок, жесткие тесты на полиграфе и тотальный контроль всей своей жизни. Но история спецслужб доказывает, идеальных систем не существует. Любую, даже самую сложную систему защиты можно взломать. И для этого не нужны хакеры или отряды спецназа. Нужен всего один человек. Желательно серый, ничем не примечательный бюрократ с доступом к сейфу и огромными долгами. 5 января 2026 года. В федеральной тюрьме Камберленд в штате Мэриленд в возрасте 84 лет тихо скончался старик. Большинство людей даже не обратило внимания на короткие некрологи в новостях. Но в коридорах ЦРУ и штаб-квартире СВР в Ясенево эту новость прочитали все. Потому что этот старик — Олдрич Хейзен Эймс, бывший начальник советского отдела контрразведки ЦРУ. Человек, чье имя до сих пор вызывает нервный тик у американских генералов. За 9 лет своей тайной работы на КГБ СССР он заработал $4 600 000. Он скомпрометировал более сотни сверхсекретных технических операций Америки. Но самое страшное — он выдал Москве десятки агентов. Высших офицеров КГБ и ГРУ, работавших на ЦРУ. Как минимум 10 из них были расстреляны в подвалах Лефортово. Официальная история Эймса похожа на голливудский фильм. Жадный агент, купленный за миллионы, дорогие машины и неизбежный арест. Но если мы поднимем рассекреченные отчеты генерального инспектора ЦРУ, мы увидим другую картину. Мы увидим институциональный паралич, чудовищную халатность и парадокс мая 1985 года, который до сих пор не дает покоя аналитикам. А главное, мы ответим на вопрос, действительно ли Эймс действовал один? Или ЦРУ до сих пор скрывает правду о так называемом «четвертом человеке»? Вы на канале «Код доступа». Сегодня мы вскрываем досье Олдрича Эймса. Погружение разрешено. Весна 1985 года. Холодная война в самом разгаре. Олдрич Эймс – оперативный сотрудник ЦРУ. Он служит в управлении с 1962 года. Он не был Джеймсом Бондом. Коллеги запомнили его как ленивого, часто пьющего сотрудника, который имел привычку оставлять секретные документы где попало. В 1976 году он умудрился забыть портфель с оперативными материалами в вагоне метро Нью-Йорка. Портфель нашел польский иммигрант и передал в ФБР. В любой другой организации Эймса уволили бы с волчьим билетом. Но в ЦРУ ему вынесли лишь устный выговор. К 1985 году жизнь Эймса летит под откос. Грязный бракоразводный процесс с первой женой, огромные финансовые долги и страстный роман с гражданкой Колумбии Марией дель Росарио Касас-Дюпюи, которая привыкла к роскошной жизни. Эймсу срочно нужны были деньги. Большие деньги. И он знал, где их взять. 16 апреля 1985 года. Олдрич Эймс совершает так называемый «walk-in». Добровольно и нагло заходит прямо в посольство Советского Союза в Вашингтоне. Как начальник советского отдела, он имел право общаться с русскими, делая вид, что пытается их завербовать. Но он передал дежурному офицеру КГБ конверт. Внутри были секретные данные и записка с требованием – $50 000 аванса. Контрразведчики первого главного управления КГБ не поверили своим глазам. Высокопоставленный офицер ЦРУ сам пришел к ним в руки. КГБ сработал молниеносно. Уже через несколько недель Эймс получил свои $50 000 наличными. Вкус легких денег сорвал все психологические барьеры. 13 июня 1985 года Эймс встречается со своим новым куратором, советским дипломатом Сергеем Чувахиным. Эймс передает ему массивный пакет документов. И это была не просто аналитика. Это были списки,
Имена всех ключевых источников ЦРУ и ФБР, работавших внутри советской системы. Эймс прекрасно понимал, что он делает. Он выписывал этим людям смертный приговор. Американская разведка в СССР строилась десятилетиями. Это была ювелирная, штучная работа. И в один день за пачку грязных наличных Олдрич Эймс сдал их всех оптом. В мировой практике разведки существует негласное правило. Если ты получаешь информацию от ценного крота, ты не действуешь сразу. Ты ждешь. Ты маскируешь аресты под случайности, чтобы противник не понял, что его списки слиты. Но информацию, которую передал Эймс, анализировали на самом верху КГБ. И там приняли беспрецедентное решение – ломать американскую сеть немедленно. Да, это укажет на то, что в Лэнгли сидит шпион. Но оставить таких агентов внутри советской системы было слишком опасно. Осенью 1985 года КГБ наносит разящий удар. Началась кровавая жатва. Дмитрий Поляков, генерал-майор ГРУ, кодовое имя в ЦРУ «Топхэт». Самый ценный агент американцев, работавший на них более 20 лет. Он передавал в Вашингтон точнейшие данные о противотанковых ракетах, советской ядерной доктрине и химическом оружии. Поляков был арестован и расстрелян. Адольф Толкачев, главный конструктор НИИ радиостроения. Он передал ЦРУ секреты технологии невидимости стелс и систем радиолокации советских истребителей, сэкономив Пентагону миллиарды долларов. В день, когда Эймс передал его имя, Толкачев был схвачен. Расстрелян в 1986 году. Подполковник КГБ Валерий Мартынов. Выдан Эймсом. Расстрелян. Майор КГБ Сергей Моторин, завербованный ФБР в Вашингтоне через шантаж. Расстрелян. Полковник ГРУ Леонид Полищук. Заманен КГБ в Москву под предлогом покупки квартиры для сына. Арестован у тайника. Расстрелян. Часть агентов выжила, попав в ГУЛАГ на 15 лет. А глава лондонской резидентуры КГБ Олег Гордеевский, работавший на британскую МИ-6, чудом сбежал через финскую границу, спрятавшись в багажнике дипломатического автомобиля. Для вашингтонского руководства конец 1985 года стал катастрофой. В Лэнгли ослепли и оглохли. Их агентура в Союз Советских Социалистических Республик была стерта в порошок. Но Эймс не ограничился людьми. Имея доступ к технологическим спецификациям, Эймс выдал Советам детали более 100 сверхсекретных технических операций ЦРУ. Одной из них был проект CK Absorb. Американская разведка потратила $60 миллионов, чтобы замаскировать комплекс датчиков радиации под обычный грузовой контейнер. Его отправили по Транссибирской магистрали, чтобы сканировать встречные советские поезда и считать количество ядерных боеголовок. КГБ перехватил операцию до того, как она дала хоть бит информации. Проект CKTAW – сложнейшая система прослушки. Техники ЦРУ проникли в подземные туннели Москвы и подключились к оптоволоконным линиям КГБ. Записывающий ресивер был закопан на глубине почти 4 метра в парке. Эймс сдал координаты. КГБ выкопал аппаратуру. За считанные месяцы Олдрич Эймс нанес разведывательному потенциалу Соединенные Штаты Америки такой ущерб, какой Советский Союз не смог бы нанести и за 20 лет работы. А тем временем сам Эймс начал тратить свои миллионы. За свою работу Эймс получил от советской, а позже российской разведки беспрецедентную сумму – $4 600 000. Механика передачи денег была классической шпионской игрой. Мертвые тайники в лесопарках Вашингтона и встречи с офицерами КГБ в Боготе и Риме. В 1989 году в Риме куратор передал Эймсу бухгалтерскую выписку,
1 800 000 уже выплачено наличными. Еще 900 000 лежат на счету в Москве. И 300 000 он получит прямо сейчас. Чтобы легализовать горы наличных, Эймс использовал смурфинг. Дробил суммы и клал на банковские счета траншами до $10 000, чтобы не привлекать внимание Министерства финансов Соединенные Штаты Америки. Но он не умел жить тихо. При официальной зарплате около $50 000 в год Эймс покупает особняк в элитном районе Арлингтона за 540 000 наличными, без ипотеки. Он покупает люксовый Ягуар. Его счета по кредитным картам превышают $30 000 в месяц. Он носит итальянские костюмы и дорогие часы. Своим коллегам он рассказывает сказку о том, что его новая колумбийская жена Росарио – наследница огромного состояния. И в ЦРУ этому верят. Позже отчет генерального инспектора ЦРУ вскроет вопиющую, непростительную халатность агентства. Это был не триумф конспирации Эймса. Это был позор системы безопасности Лэнгли. Как крот мог выживать 9 лет? Он дважды, в 1986 и 1991 годах, проходил рутинные проверки на полиграфе. Детекторе лжи. В 1986 году, когда физиологические показатели Эймса дали скачок на вопросе о вербовочных подходах, экзаменатор проявил чудовищный непрофессионализм. Он стал слишком дружелюбным и сам подсказал Эймсу оправдание, списав реакцию на волнение перед командировкой. Эймс игнорировал все правила. Он выносил секретные документы из штаб-квартиры в обычных пластиковых пакетах из супермаркета. Руководство видело это, но не делало ничего. Компартментализация, разделение отделов, убила безопасность. Те, кто проверял его финансы, не общались с теми, кто проводил полиграф. Правая рука не знала, что делает левая. Но в 1991 году, когда список потерянных агентов стал критическим, ЦРУ наконец-то признала очевидное. У них внутри крыса. Заместитель главы контрразведки ЦРУ Пол Редмонд и исследователь Джин Вертифей формируют спецгруппу. Впервые в истории они идут на поклон к ФБР, создавая совместную команду по поиску крота. Интеллектуальный прорыв в этом деле совершила несложная техника, а ветеран ЦРУ Сэнди Граймс. Вооружившись карандашом и бумагой, она начала сопоставлять два массива данных – официальные командировки Эймса и выписки с его банковских счетов. И вдруг она увидела математическую закономерность – идеальную корреляцию. Эймс регулярно обедал с советским дипломатом Чувахиным в Вашингтоне. ЦРУ думала, что Эймс пытается его завербовать. Но Сэнди Граймс обнаружила, каждый раз, ровно на следующий день после такого обеда, Эймс вносил на свои счета наличными суммы от 20 до 50 тысяч долларов. За каждым стейком в ресторане стоял конверт с кровными деньгами КГБ. В мае 1993 года ФБР запускает операцию под кодовым названием «Night Mover» – «Ночной грузчик». За Эймсом устанавливается круглосуточная слежка. В его особняке и Ягуаре устанавливают скрытые микрофоны. Десятки агентов ФБР анализируют каждый его шаг. Но главным источником улик стал мусор. Ночами агенты ФБР тайно забирали мусорные пакеты от дома Эймса и по клочкам склеивали разорванные бумажки. Там они нашли порванные черновики шифровок, которые Эймс готовил для своих кураторов. 21 февраля 1994 года. Олдрич Эймс собирался лететь в Москву на официальную конференцию. ФБР понимала, оттуда он может не вернуться. На перекрестке в Арлингтоне две машины ФБР блокируют его Ягуар. Крота берут с поличным. В этот же день в их роскошном особняке арестовывают его жену Росарио. Прижатый к стене уликами, Эймс идет на сделку со следствием, чтобы спасти жену от долгого срока. Он получает пожизненное заключение без права на УДО. Росарио получает 5 лет и депортацию в Колумбию. Казалось бы, дело закрыто. Справедливость восторжествовала.
Но так ли это на самом деле? А теперь мы переходим к тому, о чем не любят говорить в пресс-релизах Центрального разведывательного управления. К фактам, которые разрушают официальную версию. Аномалия. Мая 1985 года. Олдрич Эймс до конца своих дней клялся, что передал КГБ списки с именами советских агентов 13 июня 1985 года. Но документы ФБР и показания самих сбежавших агентов доказывают, КГБ начал действовать раньше. Олег Гордеевский был экстренно отозван из Лондона в Москву на допрос еще 17 мая, за месяц до передачи списков Эймсом. Следователи ЦРУ признали это вопиющей аномалией. Математика не сходилась. Кто-то слил Гордеевского до Эймса. Этот парадокс породил самую страшную паранойю внутри разведсообщества — Соединенные Штаты Америки. Теорию четвертого человека. Спецслужбы знали о 3 крупных советских агентах — Эдвард Ли Говард, Олдрич Эймс и Роберт Хансен из ФБР. Но матрица нераскрытых утечек 90-х годов упорно указывала на то, что в высших эшелонах Лэнгли сидел еще один, 4-й, невидимый крот. Тот, кто имел доступ к самым глубоким тайнам. В 2022 году бывший офицер ЦРУ Роберт Байер опубликовал сенсационное расследование. Опираясь на данные специальной внутренней следственной группы ЦРУ, Байер указал на самого невероятного подозреваемого — Пола Редмонда, того самого руководителя контрразведки ЦРУ, который формально и возглавлял поимку Эймса. По версии конспирологов, куратор Эймса, гениальный офицер КГБ Виктор Черкашин, разыграл грандиозную комбинацию. Он целенаправленно скормил ФБР жадного и глупого Эймса, чтобы отвести удар от своего главного стратегического актива — Пола Редмонда. Коллеги Редмонда и высшие офицеры ЦРУ немедленно опубликовали опровержение, назвав эти обвинения клеветой, основанной на косвенных совпадениях. Доказательств, достаточных для уголовного суда, так и не нашли. Но осадок остался. Дело о 4-м человеке до сих пор официально не закрыто. Олдрич Эймс провел в одиночной камере 32 года. Он умер 5 января 2026 года, так и не раскрыв до конца всех тайн своих встреч в Боготе и Риме. Его предательство — это не просто история алчности. Это история о том, как бюрократия, закрывая глаза на мелочи, создает монстров. ЦРУ игнорировала пьянство, игнорировала забытые портфели, игнорировала ягуар на парковке. И за эту слепоту кровью заплатили люди, доверившие Америке свои жизни. И где-то там, в засекреченных архивах СВР, возможно, до сих пор лежит папка с именем того самого 4-го человека, который наблюдал за падением Эймса из высокого кабинета в Лэнгли. А как считаете вы, был ли Эймс единственным кротом? Или КГБ действительно пожертвовала им, чтобы спасти более ценного агента? Напишите свое мнение в комментариях, мы читаем все. Если этот формат вам заходит, ставьте лайк, подписывайтесь на код доступа и делитесь этим видео. Мы продолжим скрывать секреты, которые они пытаются забыть. Доступ разрешен. Берегите себя.